Всем привет! Это Тора Квест. Мы всегда в тренде. Учим Тору. Меня зовут Люба Барсеф, я из Израиля. Привет, я Лара Троиновская из Москвы. Сегодня мы поговорим про последнюю главу книги Бытие Ваихи. И живет. Она повествует о последних днях жизни Якова. Яков тяжело болеет, он ослабел. Перед смертью он берет с Иосифа слово похоронить себя в пещере Махпела с отцом и дедом. «Не хорони меня в Египте, и дабы лечь мне с отцами моими, вынеси меня из Египта и похорони меня в их гробнице». Предчувствие, что пребывание в Египте закончится рабством, Яков хочет стать как бы гарантом возвращения народа Израиля в свою землю. Иосиф клянется отцу выполнить его пожелание и исполняет его. Яков похоронен в пещере Махпела в Хевроне вместе с Леей, Авраамом и Сарой, Ривкой и Ицхаком. Перед самым концом Иосиф приходит навестить больного отца со своими двумя сыновьями – Ефраимом и Менаше, и Яков благословляет их перед смертью. Затем Яков дает благословение всем своим сыновьям, прародителям 12 колен Израиля, и каждое благословение характеризует ту или иную черту сыновей, а значит и всего еврейского народа. Глава заканчивается смертью Иосифа, и с этого момента положение евреев в Египте коренным образом меняется. Мы находимся в Иерусалиме, в районе Гиват-Мордехай. Здесь мы нашли настоящую жемчужину – небольшую сефардскую синагогу Эц-Йосеф, древо Иосифа. Изначально мы приехали сюда, так как узнали, что здесь есть мозаичные полотна, изображающие символы колен Израилевых. Но оказалось, что вся синагога украшена необыкновенными мозаиками на сюжеты Торы. Ее создатель, выходец из Марокко, тоже по имени Иосиф, привез из родной страны Аарон а-Кодеш – хранилище для Торы, и свиток Торы, которым пользовались в синагоге, где его дед, тоже Иосиф, был раввином. А теперь этот свиток находится здесь, а раввином этой синагоги служит его внук, не поверите, тоже по имени Иосиф. Чуть позднее в этом видео мы остановимся на символах колен Израилевых и разберем каждый символ по отдельности. А пока продолжим. Пожалуй, начнем с дел семейных. У евреев существует красивая традиция благословлять своих детей перед шаббатом. И сказал Яков: «Возьми же их ко мне, и я благословлю их». И он поцеловал их, и обнял их, и простер Израиль правую руку свою, и положил на голову Ефраима, и левую руку на голову Менаше. Как вы видите, именно так до сих пор детей благословляют, кладут им руки на голову. В этом благословении возможность проявить свою любовь к детям и вербализировать то, о чем мы, родители, для наших детей мечтаем. Например, если у ребенка впереди экзамен, если он приболел, это возможность вслух пожелать ему удачи, выразить свою поддержку и заботу. А все, что произнесено вслух, как мы знаем, приобретает дополнительную силу. Но есть и специальные слова, которые произносятся над ребенком, помимо наших вольных пожеланий. Для девочек говорят: «Да уподобитесь вы Саре, Ривке, Рахеле и Лее», то есть праматерям еврейского народа, что логично брать пример с этих великих женщин. А когда благословляют сыновей, не вспоминают про отцов Авраама, Исаака и Якова, а говорят: «Да уподобитесь вы Менаше и Ефраиму», то есть сыновьям Иосифа. Наверное, в первую очередь это происходит именно потому, что от них и произошла эта традиция благословлять детей. Но почему к ним не прибавлено для солидности праотцы? В чем сила Ефраима и Менаше? Менаше и Ефраим родились в Египте, выросли во дворце. Тем не менее, не променяли веру отцов на службу и царедворство в Египте. Они были близки со своими родственниками, пастухами из Ханаана, и не стали египтянами, не ассимилировались. И когда родители благословляют детей их именами, они хотят, чтобы дети не отдалялись от семьи, а оставались преданными семье и традиции. Яков – первый человек в Торе, о котором мы знаем из текста книги, что он болеет. После этих происшествий сказали Иосифу: «Вот отец твой болен». И взял он двух сыновей своих с собой, Менаше и Ефраима. Именно из этих слов произошла заповедь навещать больных. Мы все когда-то кого-то навещали. Я с этим столкнулась, особенно во время израильских военных операций. Я была потрясена. Каждый израильтянин чувствует персональную ответственность, как будто эти мальчики – члены их семей, сыновья или братья. Как только в больнице начинают поступать раненые, с другого входа начинается настоящее паломничество израильтян, которые несут домашнюю еду, игрушки, одежду, косметику, парфюмерию для раненых солдат. Буквально каждый считает своим долгом прийти и навестить. Это уже в крови у каждого в стране.
Очень много споров о том, какое имя у нашего праотца главное – Яков или Израиль. На первый взгляд кажется, что это рандомное использование имени через раз. То Яков, то Израиль. На самом деле наши мудрецы говорят, что имя это никогда не используется случайно. Имеет смысл отмечать, каким именем зовется в том или ином случае наш праотец, чтобы понимать, что именно хочет сказать нам Тора. «И жил Яков в стране египетской 17 лет. И было дней Якова, лет жизни его, 147 лет. И приблизились дни Израиля к смерти». Яков – человек, Израиль – народ. Именно Яков живет в стране египетской, именно его жизни 147 лет. А приблизились дни смерти Израиля. Так, со смертью Якова, как человека, уходит в прошлое огромный важнейший кусок истории еврейства, как народа, период праотцов и праматерей. Именно про это говорится здесь. В предыдущей главе, например, прямо перед исходом в Египет Бог является к Якову во сне и сказал всесильный Израилю в ночных видениях, говоря: «Яков, Яков!» И тот сказал: «Вот я». Бог обращается к Израилю как к народу, через Якова, зовет его человеческим именем и подбадривает его: «Не бойся сойти в Египет, ибо большим народом сделаю я тебя там. Я сойду с тобой в Египет, и я также выведу тебя», говорит Бог с Яковом, как с народом, под конец обращаясь к нему как к человеку. «И Иосиф закроет глаза твои». Ну, давай перейдем к другой теме, к 12 коленам Израилю. Многих художников этот сюжет о 12 братьев вдохновил на создание символических полотен. Самые известные 12 мозаичных полотен находятся в Иерусалиме, в больнице Адасса. А сейчас мы постараемся разгадать, что же значит все эти 12 символов. Ну, давай разбираться. Итак, первый сын – Рувен. «Рувен, первенец ты мой, крепость моя и начаток силы моей. Стремительный же ты, как вода». Почему у нас символ цветок? Это не просто цветок, это мандрагора. Рувен подарил этот цветок Лее, своей матери, как лекарство от бесплодия. Пошли дальше. Шимон и Леви. Братья, орудие грабежа свойственны им. Проклят гнев их, который силен, и ярость их, которая жестока. У Шимона знак – это стена Шхема. Смотри, они устроили с Леви резню, отомстив за сестру. А у Леви нагрудник первосвященника, так как представители колена левитов были служителями в храме. Следующий сын Иуда. «Тебя, Иуда, восхвалят братья твои, рука твоя на хребте врагов твоих, поклонятся тебе сыны отца твоего, молодой лев Иуда». Иуда, заметьте, первый из братьев, удостоившийся наконец похвалы отца. Здесь на картинке мы видим корону, так как из его рода произошла цепочка царей иудейских. Кинор – лира, символ царя Давида. Но очень часто также изображают на этой символике льва, потому что молодой лев Иуда. Звулон. Звулон у берега морей водворится. Его символ – это корабль. Звулон – торговец. Он торгует и обеспечивает своего брата Исахара, который корпит над книгами и изучает Талмуд. Следующий брат Исахар. Исахар, осел костистый, стал преданнейшим тружеником. Считается, что из этого колена вышли многочисленные мудрецы, люди книг. Символ этого колена – луна и солнце. Вот мы их видим на картинке. Но иногда изображается осел, костистый. Следующий брат – Дан. Дан будет судить народ свой, подобно каждому колену Израиля. Будет дан змеем на дороге. У нас на картинке весы. Весы – символ правосудия, а иногда изображают змею. Следующий брат – Гад. Гад рать будет ратовать. И мы видим многочисленные палатки войска. Гад – военный. Следующий брат – Ашер. От Ашера тучен хлеб его. Здесь изображено оливковое дерево, символ плодородия. Нафтали. Нафтали – прыткая лань, произносит он речи изящные. Как мы видим, здесь изображена лань, и считается, что его потомки всегда быстры, когда нужно прийти на помощь. Йосиф. Росток плодоносный, Йосиф. Росток плодоносный при источнике. Его огорчали и враждовали с ним. Но тверд остался лук его, и сильны были мышцы рук его, поддержанные владыкой Якова. Оттого пастырем стал, твердыней Израиля. Благословение отца твоего превышает благословение моих родителей.
да будут они на главе Иосифа, над теми не отличившегося от братьев своих». Кажется, тут комментарий излишний. Яков все сказал. Мы видим пальму, как в Египте, и кланяющиеся снопы из его сна. И, наконец, Биньямин. Биньямин – волк хищный. Утром будет он есть добычу, а вечером делить добычу. Чаще всего изображают волка, но у нас на картинке вилки, ложки и прочее. Ну, видно, чем именно он будет делить добычу. Вот и все 12 колен Израиля. Вот такие мы разные. Кто-то хорошо руководит, кто-то более воинственный, кто-то работяга, кто-то не сдержан, кто-то даже агрессивен, кто-то умеет растить сады и получать богатый урожай, а кто-то лучше всего воюет. Все эти качества остались в нас, как в народе. Мы разные, но вместе мы – сила. Можно пофантазировать и вообразить, качество какого колена больше всего отражается в нашей личной жизни. Я подумала, что я, наверное, была бы похожа на Исахара, потому что он всю жизнь работает, и я всю жизнь тружусь. Вопрос этой недели. Какие качества у вас самые основные? Каким мог бы быть ваш герб? Книга «Бытие» Берешит заканчивается на том, что умирает Иосиф, а евреи остаются в рабстве в Египте. Даже немного грустно прощаться с этой книгой. В нем были прекрасные истории, жизненные уроки. Ну и приятно, что 5-я часть нашего проекта закончена. Немного статистики. В книге «Бытие» 12 глав, 50 подглав и 1534 стиха. Она затрагивает временной период в 2311 лет. Большее количество времени из которого, а именно 1536 лет, приходится на события первой главы «Бытие». Мы втянулись в процесс обучения и готовы продолжать наши изыскания. Надеюсь, вы с нами. Читайте источники, смотрите нас. Тора – это жизненно. До встречи на следующей неделе. Оставайтесь с нами. Пока-пока.